Привет, ты на канале Супер Арбалет, я Василий, и мы продолжаем дальше нашу тему разбора основных ошибок. И сегодня коснемся тянущей руки, у меня это правая, есть отдельно люди, которые стреляют в другую сторону. Ребят, просто сами в голове переворачивайте, если я вдруг скажу правая рука, это вот который лук я тянул. И немножечко коснемся выпуска, но совсем коротенько. Если интересно, какие ошибки в выпуске, мы про это потом лучше отдельно коротко запишем. Отдельно коротко, ага. Какие ошибки люди допускают с правой рукой? Ну, чаще всего просто не доводят ее до крайней точки. Какие могут быть причины? Зачастую слишком мощный лук. Когда выбираем, покупаем лук, да, где-то там его раза 2-3 потянуть попробовали, вроде нормально, начинаем тренироваться, и оказывается, что нифига не нормально. И 50 раз так растянуть не получается. В какой-то момент мы устаем, начинаем не дорабатывать, не дотягивать, рука не уходит в правильное положение. О чем мы здесь говорим? В основном о том, что локоть тянущей руки остается вне плоскости выстрела, да, торчит снаружи. И здесь по-разному люди пытаются с этой проблемой бороться. Чаще всего, вот самое частое, то, что я видел, начинают задирать его слишком высоко вверх. Здесь он снаружи торчит, дальше растянуть они не могут в какой-то точке, и чтобы его как-то в плоскость убрать, начинают изо всех сил задирать его вверх. Да, в плоскость при этом рука выходит, но вы очень сильно ограничиваете подвижность сустава, очень сильно нагружаете его здесь. Да? Мы поднимаем локоть, создаем дополнительное здесь усилие, которое потихонечку начинает разрушать ваш сустав. Ребят, чем ближе вот удается руку держать к уровню плеч, тем меньше нагрузка получается на суставы. Поэтому, опять же, к своей любимой классической технике возвращаясь, да, здесь рука у нас под челюстью, она больше всего у нас приближается к этому уровню. И здесь она наиболее подвижна, наиболее большая амплитуда для движения. Вам легче просто осваивать движение, вам легче это делать. Если у вас еще лук не совсем там 80-килограммовый, да, как некоторые любят, вот, то вы освоите быстро это движение, вы почувствуете, в чем здесь фишка, научитесь делать правильно, а потом сможете уже переходить к тяжелым мощным. Второй момент. Прямая противоположность. Наоборот, локоть слишком низко. То есть чуть ли не к себе вот здесь вот руку люди прижимают. Вот так. Мы это даже в кино видим. Вот посмотрите Робин Гуд «Начало», там отличная тема. Вот такой чудесный выстрел даже на постерах. В кино это не мешает персонажу попадать, но, ребят, у вас, скорее всего, будут с этим сложности. Опять же, скованность, вот здесь зажатость в суставе. Да, как бы плечо здесь себя комфортно чувствует, но здесь начинает некомфортно чувствовать себя запястье. Здесь начинают некомфортно чувствовать себя ваши бицепсы, на которые ложится львиная доля нагрузки по удержанию лука. Вы никак не сможете переключить ваши усилия на спину, не сможете в этом положении спину никак подключить и задействовать. Все будет висеть на вашей руке. Вот, поэтому стремимся располагать руку горизонтально. Рука от локтя, да, до места вашего там хвата. Желательно, чтобы была продолжением вашей стрелы. Может быть, чуть-чуть выше будет локоть. Это позволяет вот здесь вот плотнее чувствовать прикладку. Но чуть-чуть, ребят. Вот линия стрелы, а вот линия локтя. Если при этом локоть остается у вас снаружи, торчать, да, то вы, скорее всего, вот здесь вот просто в плече немного не доводите, не дорабатываете. Уберите плечо назад, позвольте вашей лопатке начать вот здесь двигаться, и ваша рука сама по себе скользнет в нужное положение, да, выйдет в плоскость. При этом вам не надо будет ни задирать локоть, ни опускать его вниз. Теперь, когда вы разобрались более-менее с положением локтя, да, начинают возникать следующие моменты. Прикладка вот здесь была, вы начали следить за своим локтем, выровняли его, да? И вот здесь вот, в районе уголка челюсти, появляется отрыв.
Да, и многие начинают спрашивать, как же быть? И локоть, там, и на елку влезть, и чтобы здесь плотно прилегало. Да, все очень просто. Вспоминаем нашу предыдущую серию про положение головы. Вот здесь вот зазор возникает, если голова слишком у вас наклонена вперед. Да? Рука правильно, здесь вы прижали, здесь вы касаетесь подбородка, здесь касаетесь кончика носа, а здесь чувствуете зазор. Значит, пришло время просто немножечко еще приподнять подбородок, пока вот здесь не прижмется. Можно чуть-чуть выше локоть, я говорил, чтобы здесь вот прям плотнее ощущать прикладку, но чуть-чуть. Если здесь все равно не касаетесь, еще поднимите. Если при этом тетива перестает касаться кончика носа. Ребят, это не настолько критично. Во-первых, я уже говорил, если лук недостаточно большой, короткий лук, она может и не касаться у вас носа. Или нос может быть не такой выразительный. Вот. Тоже может не касаться. Здесь главное это все-таки подбородок. Подбородок и вот здесь вот прикладка плотная челюсти. Эти вещи важнее, чем нос. Можно использовать кисер. Если не хватает тетиве чуть-чуть, чтобы коснуться носа, можно здесь расположить кисер. Можно в уголке рта его расположить. Собственно, кисер он и есть для того, чтобы он губ касался. Это будет вашей второй точкой. Не нос, а здесь. Подбородок и кисер. Можно будет чуть-чуть сместить по подбородку тетиву чуть дальше. Не в середине подбородка ее прикладывать, а чуть-чуть в стороне, если это поможет коснуться носа. То есть здесь уже есть нюансы. Главное, чтобы в положении вашей руки близкой к горизонту, чтобы продолжением стрелы она являлась, при прикладке под челюсть, здесь по всей плоскости челюсти вы плотно прижимали свою руку. Если у вас получилось разобраться с положением локтя, и я говорю, пользуйтесь для этого зеркалом, отличный метод. Здесь все видно. Не довели, там куда-то задрали, все, вот, отрепетируйте. Можете даже без лука, без жгута, без всего, просто с зеркалом порепетировать. Хотя бы, чтобы вам было понятно это ощущение движения. Когда с положением головы тоже все утрясли, выпуск. Какие здесь ошибки? Положение кисти. Особенно, когда люди начинают стрелять с перчаткой, особенно, когда они начинают сразу откуда-нибудь вот отсюда, из-под скулы прикладываться, этот момент не ощущается так остро. Да? Кисть. Естественное положение ее здесь вот такое, да, и удобнее было бы вот такой хват. А вот это положение кисти, оно вызывает некоторые напряжения вот здесь вот у нас в предплечье. Поэтому оно требует некоторой отработки. Но если мы стреляем с вами с напальщиком, если мы стреляем с вами из-под челюсти, это критично важно. Если здесь у вас будет перекос в положении кисти, то у вас либо скручивание возникает в тетиве, либо вам приходится, опять же, наклонять лук, чтобы уменьшить колебания, либо не все ваши пальцы нормально начинают за тетиву цепляться. То есть, да, ваш безымянный палец проваливается, вся нагрузка ложится на указательный, указательный начинает цепляться за хвостовик стрелы и так далее, и так далее, и так далее. То есть неправильное положение кисти дополнительно плодит еще большое количество ошибок. Здесь опять же помогает зеркало. Здесь вы четко видите, так у вас кисть, не так у вас кисть. И старайтесь вот это вертикальное положение кисти сохранять всегда, даже на тренировке. Начинаете тренироваться со жгутом, заставляйте себя выдерживать это положение. Переходите потом на лук, с луком чуть-чуть попроще. Там вы будете уже чувствовать напряжение в тетиве. Отрабатываете просто без всего. Опять же, ребят, следите, да, визуально в зеркало за положением. Привыкайте к вот этому ощущению здесь в предплечье. Ну и еще одна часто распространенная ошибка – это захват. Слишком мелкий, слишком глубокий и с вовлечением кисти. Что здесь может быть не так? Некоторые люди осторожничают, хотят, чтобы был прям идеальный, хороший, четкий выстрел, берут слишком близко вот здесь вот кончиками пальцев. Да, выпуск при этом чистый, но как только мы начинаем растягивать лук, возникает внутреннее ощущение, что сейчас сорвется. И это автоматически, рефлекторно вызывает напряжение в кисти и в пальцах. Да? Часто, может быть, видели, вот здесь такой прям домик торчит. Люди поджимают пальцы, сжимают вот здесь вот кисть.
Напряжена кисть, напряжено запястье, напряжены пальцы. Хорошего чистого выпуска на самом деле здесь не получится. Вы все время напряженными пальцами будете задевать за тетиву, увеличивая ее колебания и увеличивая разброс. Наоборот, глубокий хват, когда мы слишком сильно захватываем тетиву. Да, здесь хорошее уверенное положение. Здесь можно достаточно сильный лук растянуть. Здесь даже не всегда видно, что кисть вот здесь напрягается, да? Она может и расслаблена вот здесь вот быть. Но из-за того, что тетива слишком глубоко, вам приходится очень долго вытаскивать отсюда пальцы. И так как тетива у нас соскальзывает всегда, да, чуть раньше, чем мы их выпрямляем, они опять же задевают за тетиву при выстреле, те же самые колебания, тот же самый разброс. Первый сгиб фаланги. Если слишком болезненно в сам сгиб, возьмитесь чуть-чуть ближе или, так чаще делают, чуть-чуть дальше, то есть немного за сгиб. Это даст вам хороший, уверенный захват. Это позволит вам расслабить вашу кисть, ваше запястье. Это станет действительно продолжением стрелы. Да? Вы сможете работать локтем, сможете хорошо тянуть, и выпуск при этом получится хороший, уверенный, чистый. Вот вкратце, скомкано, может быть, немного все в одну кучу. Ребят, если надо прям конкретно какие-то моменты разобрать, не стесняйтесь, пишите в комментариях. Вот как Сергей, да, не стесняется, и вы тоже не стесняйтесь. А на сегодня это все. С вами был Василий. Хорошей меткой стрельбы и до новых встреч. Пока.